Есть у меня кусок итальянской растишки ременной. Будем использовать кожу в черном цвете. Толщина кожи примерно 3,5 мм. Сама эта пряжка рассчитана на ременную полосу 40 мм. То есть такую отрежем. Для нарезания полос использую такой инструмент. Уже делал на него обзор. Это ремнерез. Одна из сторон кожи у нас ровная. Я ее отрезал под линейку. И теперь можем уже нарезать полосу. Такая вот получилась ременная полоса. Ширина 40 мм. У кожи изнанка уже заглажена и с каким-то покрытием. То есть с ней я ничего делать не буду. Следующим этапом нужно задать форму кончиком ремня. И так как этот ремень уже пойдет на подарок, мне известны размеры этого человека. Поэтому данный ремень мы будем делать по размеру заказчика, так скажем. Пряжка у нас в форме прямоугольника, вот, поэтому сам кончик ремня я не буду делать радиусным, а просто вот краешки здесь скруглю, чтобы они в какой-то степени повторяли форму нашей пряжки. Так, вот есть у меня такое лекало. Сначала перпендикулярно. Вот отрезаем, выбираем нужный нам радиус. Это лекало сделал себе на замену копейкам, которые часто используются вот именно для скругления уголков. Так, с одной стороны. И так, чтобы было удобно. Зацепил. Здесь не совсем удобно, потому что камера мешает. Но попробуем. Собственно, вот будет такой кончик ремня и вот такая вот пряжка. Такое будет сочетание у нас. Чтобы сделать ременную полосу по размеру заказчика, для начала нам нужно, в общем, оставить разметку, в общем, оставить это место, куда мы будем ставить пряжку, и продумать, как мы ее будем ставить, какая у нас будет прошивка, будут ли здесь хольнетены. Сегодня я хочу попробовать сделать такую продольную прошивку с двух сторон, то есть не стандартную, вот, перпендикулярно линии среза, а именно параллельно линии среза по ременной полосе будет две прошивки. Скорее всего, между ними я поставлю два латунных хольнетена, две заклепки, и здесь у нас примерно будет стоять пряжка. Я сейчас нанесу разметку с помощью линейки и лекала. Нанес разметку. Вот здесь будут отверстия под хольнетены, и вдоль вот этих линий будет идти шов. Следующим этапом я сделаю разметку под шов. Вот у меня есть разметчик шагом 5 мм и есть 5-миллиметровые строчные пробойники. Все, теперь пробиваем отверстие. Отверстие под шов пробиваю прессом, чтобы не стучать. Видео об этом я уже записывал.
Пробойники самые бюджетные. В общем, рекомендовать их не могу. Пробивать молотком очень сложно, работая именно с этими пробойниками. Но мне для пресса подошли только из-за того, что у них вот эта ножка по диаметру подошла в эту рейку. Только из-за этого я их использую. Вот, собственно, что получается. Дальше дыроколом сделаем отверстие под наши заклепки. Ну и, конечно же, нужно пробить с этой стороны под шов отверстие. На камеру это не очень удобно делать. Все, отверстия проделаны. После этого мы можем уже задать нашей ременной полосе какой-то размер определенный, который нам выслал заказчик. Для этого нам нужно продеть ременную полосу в пряжку, поставить пряжку на то место, где она у нас будет располагаться, вот, которую мы для нее подготовили. В работе использую такую вот, по-моему, сантиметр называется. Я ее в видео линейках не показывал, хотя когда изготавливаю ремни, всегда использую эту измерительную ленту. Заданный размер мы отмеряем от кончика пряжки. Если это классическая пряжка, то от кончика иглы, в общем, где игла соприкасается с рамкой пряжки. Если это бляха, то от вот этого вот выступа, на который, в принципе, и закрывается сам ремень. И вот этого выступа мы отмеряем нужную нам длину и уже на этом расстоянии делаем первое отверстие в ременной полосе. На ременной полосе на нужном расстоянии поставил отметку. Здесь у нас будет основное отверстие, на которое будет закрываться ремень. И теперь от него вот с помощью лекала я сделаю еще влево и вправо по пару отверстий. На тот случай, если вдруг там он похудает или поправится владелец. Вот. Два сюда, два сюда. Расстояние между отверстиями делаю небольшое. Вот. Если будет нужно, то их можно будет добавить. От последней отметки, от последнего отверстия делаю с помощью лекала отметку, где у нас будет заканчиваться ремень. Теперь нужно укоротить нашу ременную полосу. Здесь задать форму, там скруглить углы, как сегодня в нашем случае. Так, из вот этого вот остатка я сделаю один тренчик, то есть в этом ремне будет один тренчик плавающий. Вот. Ну и потом уже займемся торцами, полировкой и так далее. Тренчик сделаю широким, сделаю его шириной 25 миллиметров. Для этого с этой вот полосы с помощью ремнереза вот отрежем полоску нужной нам ширины.
Вот. Дальше складываем ремень. Можно там, где он уже согнут. Вот. И вот так вот обхватываем. Замеряем, сколько нам нужно отрезать этой полоски, чтобы тренчик плотно сидел. Вот, и делаем отметочку. Делаем отметку, и вот здесь вот по этой отметке уже срезаем. Все, собственно, вот это у нас и будет такой тренчик. Как делать тренчик, я уже видео записывал, так что этот момент я пропущу. Дальше все по классике, то есть уже занимаемся обработкой торцов, то есть приводим нашу ременную полосу к готовому варианту, то есть к этапу сборки. Перед полировкой торцов решил еще на саму ременную полосу и на тренчик нанести декоративную линию, биговку сделать. Буду использовать обычный паяльник такими вот китайскими насадками. После биговки получаем вот такой вот результат. То есть вдоль ременной полосы у нас идет две декоративные линии. На тренчике я еще поставил свое тиснение, оттиск. Теперь переходим к полировке торца. Торцы полирую таким вот сликером. Сейчас заказал из, по-моему, кокобола дерева. Попробую, как они в работе. Ну, постоянно вот работаю именно таким инструментом. Как уже показывал в видео, торцы полирую с помощью клея КМЦ или СМС. Вот уже у меня есть наколоченный. Заполировали, дали высохнуть. После высыхания сейчас тестирую грунт от компании Finichi, грунт для урезов. Часто наношу его без какой-либо дополнительной потом прокраски. Если, к примеру, цвет уреза меня устраивает, то я просто вот этот грунт, он прозрачный, наношу на торец. Он тоже как бы создает такую пленку защитную и не дает ворсу потом подниматься. Результат после нанесения грунта: торец вот, остается с такой пленкой, но она глянцевая, а нам в данном изделии это не нужно. Поэтому я еще поверх этого грунта нанесу слой черной матовой краски от компании Finichi. В итоге получаем вот такой торец и можем приступать уже к сборке самого изделия.
Отверстие под пряжку делаем по диаметру вот этого вот выступа, по этому вот тоньшему диаметру. То есть есть как бы шляпка этого, назовем его гвоздик, она шире. То есть нам надо по узкой части сделать отверстие. Диаметр этого гвоздика 3 миллиметра. То есть на изделии вот здесь мы пробиваем отверстие по 3 миллиметра. И дальше делаем небольшие прорези, чтобы во время продевания этого гвоздика вот эта широкая часть могла пройти в отверстие. И вот, собственно, что получилось у меня. Значит, такой ремешок. Вкратце о его характеристиках. Кожа итальянская, растительное дубление. Толщина кожи 3,5 мм. Кожа такая плотная, жесткая. Изнанка была изначально уже обработана, заполирована, поэтому с изнанкой ничего не делал. Обработал торцы, заполировал и закрасил их краской. То есть это их на долгое время убережет от повреждений. Лицевая поверхность кожи гладкая, без дефектов. Пытался нанести восковую пропитку, то есть не хотелось мне здесь искусственного такого покрытия, хотелось оставить натуральность. Нанес восковую пропитку, оставил, не знаю, часов на 10, наверное. Вот. Но кожа уже получается с покрытием, она ее не впитала, поэтому какую-то часть я стер, и получилось вот такое вот интересное матовое покрытие. Прошил ремень. Здесь, где пряжку вшивал, сделал 2 шва небольших. Прошивка сидельным швом. Нить 0,55 мм. Круглая. Вот. И здесь еще хотел поставить, у меня есть там несколько латунных хольнитенов, но они не подошли по цвету, потому что они более похожи таким на золото. Поэтому поставил 2 обычных хольнитена цвета антик. И лучше как бы сочетаются именно с пряжкой по цвету, подходят. Сделал как бы такую небольшую ошибку, даже не ошибку, упущение, а вот тренчик сделал такой выносной, то есть чтобы он мог двигаться по ременной полосе, но так как ремень сделан по размеру заказчика, то есть его кончик будет выглядывать сюда вот, не знаю, там сантиметров на 15. Поэтому вот этот тренчик передвижной, он не нужен. И пришлось его как бы немножко расширить, чтобы через него могло пройти 3 толщины этой ременной полосы. Он будет стоять здесь, в начале ремня. И когда будет защелкиваться пряжка, то есть кончик вот здесь будет в него входить там в начале, именно в самом начале. Потому что дальше он уже как бы не нужен. Еще изначально сделал отверстие 3-миллиметровое, но пряжка сложно защелкивалась, поэтому пришлось эти отверстия расширить до 4 мм. Вот, собственно, и все. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.